Привет, друзья! Вот мы и на стриминге, посвященному женскому дню, Международному женскому дню 8 марта. Привет! Всем привет! Салам алейкум. Так, closer to me, please. Maybe I closer to you. Yes. Yes. Так, друзья, вы видите нас? Вот интересно, почему вы не пишете? Поприветствуйте нас тоже, пожалуйста. Так, мы не видим пока сообщения. Сообщения пока не выходят. Arcacio, what's day today? Today? Yes. Today is Saturday. What is today's date? I think it's the Yes, big holiday because it's a very big holiday. It's like International Women's Day, yes? Is that right? Today? Tomorrow. Tomorrow? Yes. Wow, wonderful. Sunday. Окей. Пожалуйста, напишите нам что-нибудь. Мы пока не видим ваши сообщения. Так, что-то здесь какие-то технические накладки. Say something about. Well, today is a beautiful day in San Francisco, and it rained overnight, but it's very sunny today. Warm weather. I was looking at a song by Nat King Cole, and the name of the song is Love, L-O-V-E. So wonderful lyrics. And the song starts off with L is the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. And E is even more than anyone that you adore can be. Немножко технические такие неполадки, но ничего, сейчас мы все поправим. Так, нас уже смотрят 8 человек. Замечательно. Привет, привет, друзья, привет! Little bit that's Delay? Yes, too late. I mean, video will be too late. Delay. Yes. Delay. No, video okay. See, right now 9 people watching? 6, yes. 6. Hello, Marginal Gizelik. Hello, how are you? Yes. Hi. Yes. Fine. Hello. How are you? Здравствуйте. Привет, привет. С Международным женским днем 8 марта. Привет, девочки, привет, привет, привет. Привет из Турции. О, merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizim channel, не знаю. Приветствую вас на нашем канале. Вы слышите сейчас музыку Димаша. Это песня, вы знаете, она довольно-таки популярна, известна. Если вы знаете, напишите, как называется эта песня. Посмотрим, насколько вы знаете название этой песни. Пишите, пишите. Хош болдом. Yes. Хош гельден. С праздником. Спасибо, спасибо. Марджинал. Teşekkürler. Okay. Carmela. Hello. Italy, from Italy. Dimash, Wow. I love you. Oh. Yes. Okay. Carmela, do you just we see you know English, yes? And say please, Carmela, hello. Hi, Camilla. How are you? How's Italy? I recently visited Italy at in Pisa, the Leaning Tower, and we went to passed by the Colosseum, and it was wonderful. Everybody's so friendly, and it was a wonderful trip. We have to go back to Italy again. So welcome. Так, меня спрашивают, откуда мы, ребят. Ну, мы из Сан-Франциско, вы знаете, по названию нашего канала. Мы заранее сообщили вам, что будем проводить сегодня лайвстрим. Oh, from Argentina. Yes, and from Argentina too. Yes. Who is that? That is. Chichilinas Yes. Prado. Chichilinas Prado. Welcome, yes. Exciting. International. Привет из Тынды, с наступающим праздником. Надежда Ковалева пишет: приветствую, приветствую вас всех.
Даже из Тынды. О, Тында. You know, Тында, it's like Siberia. Siberian, it's very cold It's place. what's this? Tында. What's Very close, very cold what is place. it called? Yes, as a close to Siberia. Siberia. Siberia? Okay, in It's like Africa? center. Siberia. Siberia. Oh, in Siberian. The Siberian is at Russia. 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 It's kind of like Siberia, very cold place. Wow. Yes. С наступающим праздником, Надежда Ковалева, вас также. Вы знаете, мы сегодня собрались не просто так. Мы хотели бы немножечко сказать о том, что, во-первых, поздравить вас, дорогие женщины, с наступающим праздником, Международным днем 8 марта, женским днем 8 марта. Почему мы сегодня вдвоем ведем лайвстрим? Потому что очень многие телезрители нам пишут на разных языках мира, но в основном это русский и английский язык. Поэтому мы хотим сегодня проводить наш лайвстрим именно на двух языках. Вот. Но мы сегодня будем с вами, наверное, не только поздравлять друг друга, мы будем с вами сегодня стихи читать, где мы увидим стихи не только посвященные весне, любви, но и Димашу. Пожалуйста, если у вас есть такие стихи, пожалуйста, присылайте нам. Мы в прошлый раз, когда проводили лайвстрим, у нас было очень много людей, которые писали стихи, мы читали их, зачитывали. Это были прекрасные стихи, прекрасные строчки, посвященные Димашу. Каз, say me, please. А сейчас я хочу спросить у Каза, как отмечается 8 марта в Америке? That's International Women's Day in America, very big holiday too. No, not in America. Other parts of the country they do have Boys' Day and Girls' Day, but here in America we don't really celebrate it. We should. I think it'd be something that should start to celebrate Women's Day as well as Men's Day. Absolutely, good idea. Yes, yes, it's a very big holiday in my country. Я говорю о том, что, значит, я спросила о том, как отмечается 8 марта в Америке, и Каз мне ответил. Вы знаете моего друга Каза, он живет в Америке очень долгие годы, ну, скажем так, он переехал сюда, в Америку, когда ему было 3 года, и до сих пор он живет здесь, и я спросила у него, как отмечается 8 марта в Америке. Он говорит, что это большой праздник, это больше такой международный праздник, вот, и поэтому этому дню тоже посвящены здесь всевозможные мероприятия в Америке. Но я вот хочу ему сказать, что в постсоветских странах это настолько такой популярный праздник, что он отмечается повсеместно. Но это один из таких главных праздников, посвященных не только нашим женщинам в целом, нашим матерям, нашим мамам, нашим сестрам, нашим подругам. Ой, какая красивая песня. Вы слышите ее? Я чуть-чуть погромче сделаю. Какая красивая песня, правда? Beautiful song. Very romantic. So in my country, I mean post-Soviet country, so we have special, very big special holiday. Men, I mean men have special flowers and some gifts for women. And women so happy. Of course, not only women so happy, family very happy because that's men congratulate not only women, men congratulate mom, sister. I don't know, like this. Я говорю, что поздравляют не только не в целом женщина, а конкретно я говорю о том, что мама поздравляет сестер. Красивая, правда, музыка? Я думаю, что вы все замерли, конечно, когда вы слышите эту музыку. Посмотрите, какие красивые у нас сегодня цветы. Это орхидеи. Конечно же, безусловно,
Вы посмотрите, какой интересный цвет. Вот такой цвет, наверное, только существует здесь, в Сан-Франциско, Калифорния. I show this flower. Because this flower very interesting color. Yes? Yes. It's not yellow, yet I see this flower only in California, not in San Francisco. Yes. There's a lot of orchids that are white color or yellow color. I call this color fuchsia. It's kind of a little purple. Да, это такой фиолетовый какой-то цвет, такой интересный. Вот, смотрите, какой. Я не знаю, вы напишите, пожалуйста. Дорогие друзья, напишите, как вы думаете, как этот цвет, как этот цвет можно охарактеризовать? Цвет вот этих цветов. Мы сейчас кавер-концерта песен Димаша на канале Алгай Петербург. Посмотрите, это было грандиозно, Надежда Ковалева. Обязательно посмотрим. Ребята делают очень много работы, популяризируя Димаша Кудайбергена. Мы очень благодарны, конечно, и другим каналам, потому что не только мы популяризируем. Очень здорово, что ребята из Санкт-Петербурга, которые не имеют отношения к Казахстану, ребята, которые работают в России, в Санкт-Петербурге, значит, уделяют огромное количество времени, внимания Димашу Кудайбергену. Это здорово, мы обязательно посмотрим. Но сейчас давайте проводить наш лайвстрим. Вы знаете, мы, когда планировали этот лайвстрим, мы задавались одним интересным вопросом. Давайте дослушаем эту музыку. Такая красивая, замечательная. Мы задавались вопросом, как помочь Димашу в продвижении его таланта на всем земном шаре. И буквально недавно, давайте потише сделаю. И недавно буквально значит, я загрузила видео о том, что есть такая вот передача Carpool Karaoke, где уважаемые нами всеми любимые, я говорю, почему нами всеми любимы, потому что я живу в Америке, и американцы очень любят эту передачу. Yes, Carpool Karaoke, very popular in America. Yes. Karaoke? Yes. Very Carpool popular. Karaoke, yes, Very yes. popular. And James Corden are very popular in America. Yes. Because Yes, he's very funny, yes. especially his carpool karaoke. Yes. I upload video about this interesting idea. It's like if James Corden invite Dimash this program, it will be a good idea. Absolutely. Yes. We should send a message to him and ask him if he would do that. He may be thinking about that. You said that they met before? Yes, before made one program, the best world I see. singer. Yeah. It's yes, that's very popular program in the world. Yes, I think it will be very amazing. Yes, that because but one man, I don't know, man or woman or guy, sent very interesting comment. It's like stupid idea because first of all, it's not a very popular music on the world. And second of all, I don't know, 3 causes about is it very stupid? I don't know. What's the English? Is it a stupid idea? Well, it's you'll introduce Dimash to more people here in America. So I think it's a wonderful idea. The hurdle that I see is to try to get to get him to interview, to think about having Dimash in the Carpool Karaoke. So once you do that, then it'll be wonderful. I'm sure he has a number of people that he has already lined up. But it would be nice to at least plant the seed that he should do that. And especially since he also sang in the Biden's inauguration. So Yes, you're right. it's a very Amazing. absolutely. Because Dimash is kind of first person from another country. It's Yes. not American person. Yes. Yes. It would. It's a wonderful way for Dimash to be more exposed here in America,
especially with his talent. His talent is amazing. So, Вы знаете, что мы сейчас с кавер-концерта, говорит Надежда Ковалева, да, вот мы на этом значит, сообщении остановились. А, Вас плохо слышно, пишет Тома Малышева. А сейчас получше уже? Напишите, пожалуйста, Тома. Очень вас просим, напишите, хорошо ли нас слышно? Нина Юра пишет: добрый вечер, уважаемые. Украина вас приветствует. Любим Димаша и все, что с ним связано. И вас любим слушать. Здоровья вам и счастья. Спасибо большое, Нина Юра. Вы знаете, я хочу сказать немножечко попозже. Давайте я переведу его слова сначала. Okay. See? Continue. Do you have continuation? yes, I think if you have a campaign to send information to is it James Garden, if he has enough people who send him emails, and you can start a campaign to convince him to have Dimash in his carpool karaoke, that would be wonderful. Yes, I think wonderful because знаете, что мы сейчас поговорили на тему о том, если бы есть такая передача «Carpool Karaoke», вы, наверное, знаете ее, она очень известна во всем мире. Так вот, мы поговорили о том, если бы ведущий этой передачи, который очень хорошо знает Димаша, после того, как Димаш поучаствовал в The World Best, в этой передаче, Джеймс Кардон пригласил его на свою передачу. Ну, вы знаете, да, такая передача, где он сидит в машине, он ведет эту машину, рядом садится кто-либо, и они поют песни, популярные песни, именно из репертуара того человека, который сидит рядом с ним. Это обязательно, тот человек, который сидит рядом с ним, это обязательно известный человек на весь мир. И они начинают петь песни. Притом ведущий, он лишь только подпевает. Так вот, я что хочу сказать. Если бы Димаш участвовал в этой передаче, это было бы великолепно. Представляете, насколько популярна эта передача в Америке? Вы можете представить себе, какую бы она имела бы популярность во всем мире? Потому что как раз вот этой популярности в Америке не хватает Димашу. Вы слышите, да, песню, которая звучит на фоне нашем? Замечательная песня. Я немножко поправляю волосы, потому что у меня сегодня немножко такой вот интересный стиль волос, прическа такая. Так, суть лучше, но не очень. Значит, погромче, да, говорить? Хорошо, мы будем погромче говорить. Argentina, lamento que no subtitles in español, Argentina. Carmen Zarlenko. Carmen, hello. We don't know Spain. I'm sorry. Maybe next time we, you know a little bit Spain? No, but are you trying to get translation into Spanish? Yes, I think Spanish. Maybe we have subtitles. Yes, I upload subtitles after making this video. Yes, we should. Напишите, пожалуйста, я вижу, что одновременно нас просматривает 32 человека. Напишите, пожалуйста, из каких вы стран. И не забывайте, пожалуйста, что мы ждем ваши стихи о весне, о любви, о Димаше. Напишите, пожалуйста, кто нас смотрит, из каких стран, из каких городов. Нам это очень важно. Мы хотим вас поприветствовать. У нас прекрасное настроение. У нас 9 утра. Вернее, уже 9:30, видимо, я так думаю. Так, 9:20 утра. Right now, morning time, yes, San Francisco. San Francisco today very beautiful, yes? It's sunny after the rain last night. It's, what is it, 9 o'clock? It's 9:30 here in San Francisco. Сейчас 9:20 утра в Сан-Франциско, и сегодня ночью лил дождь. Rain yesterday. It rained last night. Yes. It's going to rain until next couple of days. Is it 10 o'clock in Kazakhstan? 10:30? In Kazakhstan, I think 11 o'clock? 11 p.m.
Багдад, Дусинбай пишет, Алматы, Казахстан. Привет, Багдад. Замечательно, что вы с нами рядом, что вы находитесь на нашем канале и присоединились к нашему лайвстриму. А у нас 2:20 ночи, Надежда Ковалева. Надежда, а вы откуда? Вы сказали, вы из Тынды, да? Ну, мы все равно благодарим вас. Надежда from Tinda. Now 2:20. 2:20 a.m. Wow, you're up late. Yes. Well, we're honored that you're watching the live cast. Дорогие друзья, вот мы сейчас сказали о том, как можно продвигать в дальнейшем деятельность Димаша для того, чтобы больше популяризировать его талант во всем мире. Напишите, пожалуйста, и ваши мысли. Как вы считаете, что можно сделать для того, чтобы популяризировать в дальнейшем талант Димаша? Вот я предлагаю Карпул Караоке. Это известная передача в Америке. Well, are you going to look into how to get Dimash and James Corden? I'm very excited about it. Yeah. You can find out what his selection process is, and then let your followers know, and then maybe they can also send emails asking for Dimash. So if enough people request it, he might get Dimash on his program. Значит, Кас предлагает, может быть, говорит, мы напишем какое-то письмо ему, может быть, мы создадим такой мост между Джеймсом Корденом и нами, чтобы мы ему объяснить смогли, насколько его передача будет популярной, если он пригласит Димаша Кудайбергена. Напишите, пожалуйста, ваши мысли об этом. Очень интересно. Надежда, Багдад, Тома, Мария, Нина. I think it's not so yes. Так. Сейчас мы... Kasi, please, why maybe you have another opinion about how get more popular, more famous Dimash in the world? In the world? Yes. Well, it's America he's just starting to become noticed in America with Biden's inauguration, and then perhaps James Corden's karaoke, and then just for things like what you have here is the podcast and YouTube about Dimash. Mm-hmm. He already has a lot of interest in YouTube. I'm sorry, I just okay. So I think his popularity is just growing. His talent is there, and there's a lot of interest from throughout the world. And they appreciate his singing, his unique singing, where you can hit the high notes. So very, very unique. Угу. Итак, у нас сейчас, значит, после, наверное, инаугурации именно президента Байдена и выступления Димаша на инаугурации президента Байдена, дало возможность как-то больше знать о Димаше, о его голосе, его прекрасном голосе, говорит мой друг. Поэтому, наверное, это и дает возможность популяризировать вот такие всевозможные мероприятия. Надо же это как-то устроить, чтобы он приехал в Америку. Рейтинг самой передачи взлетит еще больше, если Димаш побывает там. Да, Надежда, мы с вами согласны. Но дело в том, что ко мне никогда Димаш не обращается. Может быть, ему нужна помощь. Вот мой друг Кас, он может написать на прекрасном английском языке. Он же ведь американец, он может написать прекрасное письмо
if we have some idea about taking a bridge between us and James Corden, you helping for us? Sure. It's you can look into what his selection process is, Mm-hmm. and if he has a contact, I'm sure he has a website, so you can look Mm-hmm. into how he goes about selecting people, Mm-hmm. and just to get Dimash's name in his thought process, and Mm-hmm. he will perhaps contact Dimash and have him on the show. And what a great! It would be very exciting to see that you were able to get him on the show because it may not have been in his thought process to have Dimash, but because you've given reasons why he should be on the show. Yeah. So I think that's it. You have to contact him first, and then also give reasons why he should be on the show to make his show even as popular. And maybe what it will do is make his show more international. So not just United States and England, but also in Kazakhstan. So I think that would be a plus for him. So that would be quite exciting. Yes, we excited too, because вы знаете, вы сейчас поговорили на английском языке, я спросила у него, есть ли у тебя желание помочь нам, если мы захотим сделать вот такой мост между не только, допустим, Джеймсом Корденом, но и другими людьми, которые могут популяризировать Димаша в своих передачах. Он говорит, конечно, я помогу вам. Дело в том, что вот мы знаем английский язык, но я думаю, что все знают школьный, да, английский язык или университетский английский язык. Он, конечно же, его знаний, наши знания не хватает. Вот такого уровня, которого достигают сами американцы, да. И я у него спрашиваю, ты можешь нам помочь составить такое письмо, где бы мы могли объяснить, что приглашение Димаша на эту передачу просто необходимо. И вот он ответил, Кас, мой друг, он ответил, что, конечно, я вам помогу, потому что это довольно-таки, знаете, он даже самим процессом, как вам сказать, сам процесс для него интересен. Объяснить Джеймсу Кордену, кто такой Димаш. Хотя Джеймс Корден прекрасно знает его, потому что он вел передачу. И помните, если помните, Джеймс Корден именно, так скажем, осудил, ну, то есть сказал о том, что вина, есть какая-то часть вины в том, что они поставили меньше балл Димашу, чем предполагалось бы. Я говорила об этом видео. Вот это все, это очень интересно. Даже нам, тем, которым бы хотелось бы в дальнейшем развивать вот это вот популяризацию Димаша. Но мы не можем находиться в стороне, нам хочется так помочь Димашу. Пусть Димаш обращается к нам, пожалуйста, по вопросам любой визы, по вопросам продвижения его творчества. Пусть он не стесняется. Когда мы пишем ему, он не отвечает нам ни на одни письма. Я не знаю, может быть, он немножко обижен, потому что он как-то заблокировал одно наше видео, если вы помните, о том, что Димаш обещал бабушку привезти в Америку. Может быть, он как-то какой-то обиден на нас. Ну, пожалуйста, мы вас очень просим, помогите нам связаться с Димашем в том, чтобы продвигать его творчество в дальнейшем по всему миру. Если кто-то есть рядом, вот сидящий здесь сейчас, помогите нам продвигать. Помогите нам создать, прежде всего, мост между Димашем и нами. What I foresee is, let's say you go through the process and you get the help of your subscribers to contact James Corden and then also recommend Dimash. Can you imagine once Dimash gets on the program, once you're successful, can you imagine Dimash is going to find out that your YouTube channel was instrumental in getting Dimash on the right. program. And yes. so Dimash is actually, Absolutely. he will notice your YouTube, and perhaps the goal would be to get him to come and do a live stream with us. Yes. That would be wonderful because he may be appreciative the fact that you got him on the Carpool karaoke. So then he may reach out to you
Mhm. And thank you. And then you can suggest that he come on live podcast. So can you imagine if we can do a live podcast with Dimash on answering questions? And so that would be the ultimate goal for you. Yes, you're right. And then perhaps you get a relationship, and then you finally, when he comes to San Francisco or United States, he may come to visit us. So that would be wonderful. So just one small thing will snowball into a large thing. So I think it would be wonderful. And you could have your subscribers and your followers help you if there's a contact that you could um, that they can assist you in getting him on carpool karaoke with James Corden. So Yes, yeah. you're right, you're absolutely right, because значит, вы знаете, что вот он предлагает так, вот этот наш канал, мы, конечно же, созданы в первую очередь для того, чтобы продвигать имидж, продвигать образ, продвигать творчество Димаша. Но также мы можем функционировать как некий мост между Димашем и Джеймсом Корденом. Помогите нам создать этот мост, потому что, ну, наверное, нет такого человека у Димаша, я не знаю, есть ли нет, который мог бы перевести все мысли, которые он хотел, которые и задумки, которые он хотел в отношении делать Америки. Мы, может быть, это воплотим через наши письма, через создание контактов каких-то. Вот. Давайте не будем, давайте, если у вас есть желание, у вас есть какие-то новые идеи, пожалуйста, пишите нам, как продвигать в дальнейшем творчество Димаша, как создать этот контакт. И тогда, наверное, будет большое количество просмотров и подписчиков на наш канал. Так, потому что это очень важно. Вы знаете, я интересную тенденцию такую заметила, что люди смотрят мой канал, но не подписываются. Я думаю, что очень буду вам благодарна, если вы приведете друзей, ваших родственников на наш канал. И будет много подписок. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, это очень важно. Это очень важно для меня, это очень важно для нас. Это нас мотивирует на дальнейшую работу. Так, Асем Жайсанова пишет, в Алмате время 23:31. Но, насколько я знаю, в Алмате, да, время позднее, 11 часов 31 минута. Но, по-моему, завтра воскресенье и выходной день, если я не ошибаюсь. Да, Асем, напишите, пожалуйста, завтра выходной день, завтра ведь 8 марта. Так, ну что, давайте немножечко поговорим о том, как вы справляете 8 марта в ваших домах. Напишите, пожалуйста, какие у вас, как вы празднуете этот день в ваших семьях, на работе у вас. Напишите, нам очень интересно. So, you know, cause very soon we have concert, Dimash concert in different countries, Belarus, and Germany too. But maybe it will be dangerous because coronavirus. So, if you я говорю о том, что скоро будут множество концертов Димаша Кудайбергена в Беларуси, в Германии и так далее. Но сейчас все еще существует такая опасность коронавируса. Вот интересно, как будут концерты в будущем проводиться? Потому что понятно, что когда концерт проводится онлайн, то нет никакой опасности в том, что каждый сидит у себя дома и смотрит концерт со своим компьютером. In America. Завтра 7 марта, а не 6. Замечательно, еще даже лучше. Сегодня 6 марта ночь. Хорошо, прекрасно, это замечательно. Завтра рабочий день, да, получается? In America, President Biden his goal is to have everybody vaccinated in the country, the United States, by the end of May. So that's a very large goal, but with the vaccines that are being produced, he sees that quite possible. So that's our hope, that everybody in America is vaccinated by the end of May.
It's not only America. Yes, maybe it's expressed on the world. Yes, Yes, that's right. because if America start explain it's like a start That means the vaccines are available. vaccine Is coronavirus. available, yes. Yes, it's very available. And for what's nice about the Johnson and Johnson vaccine is that it doesn't have to be refrigerated at such a low freezing point, so it could be in a regular refrigeration. That means that it could be distributed to different countries throughout the world. So you don't have to have the expensive holding process as a deep cold temperature freezer. Okay. Yes. Yes. Значит, Кас, наш американский гость, мой друг, он объяснил так, что сейчас мы знаем, что в скором времени состоятся концерты Димаша в некоторых странах, европейских странах. И вот вакцинация уже началась в Америке, и президент Байден, значит, стартовал, так скажем, это мероприятие с Америки, и он говорит о том, что это распространится по всему миру. Вакцинация проходит сейчас успешно в Америке, довольно-таки успешно. That's very successful, yes, in America. That's their goal. That's their ambitious goal, and it's quite possible. Это будет, возможно, очень быстро происходить, если сейчас вот началось уже стартование в Америке, старт вакцинации против коронавируса начался, то он везде сейчас распространится. И мы будем спокойно, свободно посещать концерты Димаша. And also on the news, you're hearing that a lot of places are slowly starting to open up as the vaccination is beginning, and also the COVID is becoming starting to go down. So once that's obtained, more and more places are opening up. You're hearing movie theaters opening up. Even I've heard that Disneyland may start to slowly open up. So you can feel the turnaround slowly happening. So it's going to take time, but those are all positive things for everybody. So we have to still continue to wear masks and just to be careful. Мы еще ходим в масках здесь все. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, тоже одевайте маски. Все еще опасность не миновала. Вот нам большой привет передает с Хорватии. Гордана Махарович. Oh, Gordana, hello. Hello from San Francisco to Horvath. You know, it's like kind of like a European country. Oh, okay. Yes. Gordana. Hello, Gordana. Асем пишет, сейчас субботняя ночь, завтра воскресенье, в понедельник отмечаем праздник 8 марта. Здорово! Это же сколько дней отдыха! Я знаю, что когда мы жили в Алмате, как только были вот такие совпадения праздников и выходных дней, мы так были рады, потому что мы постоянно погружались в эту рутину работы. Тем более я была преподавателем вуза, у нас было очень много работы, и когда у нас была возможность отдохнуть, мы, конечно, отдыхали с удовольствием, мы смотрели различные передачи. Я думаю, что это хорошая возможность общения с вами, живого общения. It's like live stream, yes, between our and people. Yes. Поэтому пишите, пожалуйста, ваши мысли, как продвигать в дальнейшем творчество Димаша. I'm from Argentina. Oh, I'm from Argentina. Иван Чеймо. Окей. Гордана и наш поцелуй. 3 дня отдыхаем. Асем Джайсанова. Здорово. Вот видите, даже вот Асем Джайсанова танцует вместе с нами. Нина пишет нам. Не знаю, получится ли вовремя, поэтому сейчас хочу поздравить всю вашу женскую компанию с праздником, пожелать мира, здоровья, счастья и удачи. Спасибо большое. Спасибо, что вы поздравляете нас. На самом деле, вы знаете, я хочу сказать, что, наверное, это на самом деле воистину женский весенний праздник, потому что вот сейчас вот пришла весна в Сан-Франциско, spring in San Francisco, very beautiful, yes. And the first Mornings are cold. Hollywood, it's this event, it's like this holiday, yes, big event for America.
in my country too, because today March 6 years. Yes. Yes, it's like a start spring. Yes, now. Да, на самом деле, вы знаете, это просто замечается, ну такая красота. Солнечных дней очень много цветов везде. Вот. We dancing today? Dancing. Yes. Может быть, мы сегодня потанцуем? Вот я предлагаю моему другу, давай потанцуем, потому что, ну, вот видите, уже Асем Жайсанова танцует, и мы готовы танцевать с вами вместе. Саят Искаков пишет: добрый вечер всем любителям творчества Димаша, с наступающим праздником всех женщин мира. Спасибо, Саят, спасибо большое. Do you have a special maybe words for women? Special It's like, word it's like I for wish. Women's Day. It's like yes. Women's Day. I just wish everybody well, and that women are very, very strong, and they're the rock in a relationship. They're usually 2 steps ahead of men, and they're equal, if not greater, and they should be held with in high regards and also with a lot of respect. So, and unfortunately, parts of the world, uh, women are not equal to men, and that seems unfair. Even here in America, it's starting to get better. We have a woman vice president. Someday we'll have, actually, our vice president may be our future president. Kamala Harris. She's well qualified to be president now. So I think you're going to see that in the future. But women power exists, and it's wonderful, and I believe in it. And they should have equal pay for in America. That's not quite there yet, but hopefully it'll get closer, and it should be that way throughout the whole world. So. Да, вы знаете, что, во-первых, мой друг пожелал всем женщинам всего мира счастья, добра, здоровья, всем крепкого. И он сказал о том, что... Okay? I also want to comment that all the countries during this pandemic, the leaders who are women, they had the lowest COVID incidence because a woman was the leader. So New Zealand is an example. Do you have statistic? I don't have. I've just heard it, and I believe it to be true if you research. Because I'm sociologist, need fact, please. True. Well, just check New Zealand. New Zealand has a woman leader, and they're probably one of the safest during this pandemic. Yes, New Zealand. You're right. And so other countries too that have been led by women, their pandemic was lower. Look at, compared to especially America, we're one of the worst in the pandemic. But another fact. Вы знаете, что сейчас несколько слов Касс рассказал о вице-президенте Соединенных Штатов Америки, это Камала Харрис. Это очень известная женщина здесь. Во-первых, она очень популярна тем, что вы знаете, что она юрист по специальности. Она сделала очень много для того, чтобы поднять вопрос в отношении, так скажем, равенства женщин в обществе между мужчинами и женщинами, равенства. Во-вторых, она очень сильный человек, она характер у нее очень такой строгий, она очень сильный человек, у нее очень много амбиций в отношении дальнейшего развития Соединенных Штатов Америки. Вот. И Касс еще сказала о том, что в Новой Зеландии лидером является женщина также. Он привел пример, что эта женщина очень много делает для того, чтобы работать с проблемами в отношении распространения коронавируса. Вы знаете, Новая Зеландия — это, наверное, одно из мест на сегодняшний день, где уже существует страна полностью, живет без масок. Но она закрытая сейчас. Сейчас очень много мероприятий делается в Новой Зеландии. И тоже лидером является женщина.
Надежда Ковалева. Зато у нас вчера утром было -40. Днем потеплело, но поднялся такой ветер, кошмар. Ну да, март месяц это холодный месяц еще. Это практически такой вот половина месяца будет холодным. Я знаю это по Алмате. У нас вот практически март месяц был холодный месяц. И только в апреле какие-то вот начинались дожди, потепление. Алим Кинжигарин пишет: с праздником, дорогие женщины Алматы. Also, Спасибо большое. I wanted to say that Kamala Harris is the first woman to have the highest office in America. Not only that, she's not only just a female, but she's also the first African American and first Asian American to be a vice president. So it's not just a woman, but it's also the minority. So it's she checks a number of the boxes for everybody. Да, вот дополнение к тому, что Камала Харрис это не просто вице-президент, она как бы, ну она в первую очередь женщина, которая не просто относится к вопросам, да, например, гендерного равенства между мужчинами и женщинами, она, ну вот душой болеет за все эти процессы, которые существуют в обществе. Вы знаете, что она афроазиатского происхождения, African Asian, yes? Yes, she's mom is from India. Мама с Индии, dad from I'm, America. I I'm think not America. sure where the dad is from. Okay. Вот, поэтому мы, конечно, все восхищаемся этой личностью Камала Харрис, и поэтому приводим в пример именно эту женщину, говорим, что мы хотели бы быть похожими на нее. Она просто молодец, она многого чего добилась и многое что хочет сделать в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что это замечательно, что есть вот такие люди, как Камала Харрис. And Kamala Harris was also the district attorney here in San Francisco, and she was also she's also the attorney general of California. So, she was born in Oakland, which is just on the just in the East Bay, here from San Francisco, just across the bay from us. Ага, вот еще одно дополнение. Оказывается, Камала Харрис тоже из Калифорнии. Она родилась вот недалеко отсюда. Это есть такой небольшой город, рядом с Сан-Франциско, называется Окленд. Вот. Видите, как близок к нам вице-президент Соединенных Штатов Америки. И родилась здесь. И в целом понимает все вопросы в отношении гендерного равенства. И женские вопросы, их очень много вопросов в отношении здравоохранения, образования и других вопросов. Но я думаю, что Алим Кинжигарин, мы хотели бы присоединиться, не только поздравить дорогих наших женщин Алматы, но и мы хотели бы поздравить весь мир с этим прекрасным женским праздником 8 марта. Нина пишет: а у нас утром выпал снег, а вечером сбежали ручьями. Видно, весну почуял. Да, видно так, потому что, да, на самом деле зима уже не такая крепкая, не крепчает морозы. Достаточно весеннего солнышка, и все уже льется ручьями. Спасибо за поздравления, Надежда Ковалева пишет. Осталась одна, дети разлетелись, поэтому очень приятно общаться с вами. Спасибо, Надежда Ковалева, будьте всегда с нами. Мы часто проводим лайвстримы, но единственное, мы всегда очень переживаем за подписчиков. У нас очень мало подписчиков. Пожалуйста, подписывайтесь, приглашайте ваших друзей, популяризируйте наш канал. Ведь на нашем канале очень много информации, очень разной информации. Там все то, что связано с родиной Димаша. Мы говорим об артистах, мы говорим о планах наших, мы говорим о том, мы видим, в чем, как в дальнейшем должно развиваться творчество Димаша, наши какие-то мысли и так далее. Так. Надежда Ковалева, напишите, пожалуйста. Вы в Тынде живете, да? Насколько я помню. Вы не одна, вы вместе с нами всегда. Напишите ваш возраст, тоже очень интересно. Дальше. Джезейн Гюлемот пишет. Bonjour, Dimash de Paris, I love you.
Oh, Josène Guillemot from Paris. Paris. Paris? Yes. Oh, Oh, Josène from Paris. Okay. oh wonderful. Josène, what's my dress today? A beautiful dress? Yes, I think that's from Italy. That's dress. I think I bought this dress in Bulgaria, but I think this dress sew sew sew. It's made in Italy. Oh, sewn? Sewn in Italy. Yes. Извините, у меня английский может быть не такой прекрасный, не такой. Ну, иногда я спрашиваю, видите, какие-то вопросы задаю. Какая хорошая песня, послушайте. Я погромче сделаю. Юлия... извините, Нина Юра пишет. Мы все попались, все эти таланты Димаша, это навсегда. Да. Это на самом деле, это навсегда. Do you like Dimash, this song? This song? Yes. It's good. It's a little bit another, yes? It's not It's like... different from his. Yes, Yes, it's it is. Мгм. Is this a new song? Yes, that's a new song. Я говорю, эта песня немножечко другая у Димаша, нежели его, вот, она такая ритмичная, It that's seems rhythm. more mainstream. Is it Ah. more? Is this for the younger? Yes, I think it's a... Он говорит, это больше для Does, молодежи. она Does такая. Dimash do any rap? Oh, yes, Dimash very last rap. I think will be rap too. It's a in little this- bit of rapping, yes. Rapping? A little bit. Вам нравится эта песня? Очень мне тоже нравится. Она такая, знаете, энергичная, прям вот слушаешь ее прям вот с утречка. Очень, очень хорошая песня, она поднимает настроение, правда ведь? I would like to hear Dimash sing some of Whitney Houston songs where there's a high pitch in the song. What's Whitney Houston. Whitney Houston has a number of songs that is very difficult to sing because the pitch there's a high pitch to it. You excited about if Dimash sing? Yes, Dimash dream sing with Celine Dion. Celine Dion. Yes. And also if he would sing with someone like Pavarotti or opera singer, it would be Opera singer. yes. You mean like opera singer? You mean very famous now? Yes. Yes. Okay. Like Andrea Bocelli. Yes. Yes. That's not opera singer. It's like a Opera. cover. It's like a Popular popular and opera. It's like mix. mix. Yes. Yes. Вот мы сейчас говорим о том, что он очень интересен, ему будет очень интересно, если Димаш попробует спеть песню, Димаш попробует спеть песню Уитни Хьюстон. Я говорю, но у него есть очень такая вот амбициозная идея, его задача, его желание, его надежда, я не знаю, как это сказать еще, спеть песню с Селин Дион. Я думаю, что обязательно это получится. Может быть, и Селин Дион надо будет писать. Ну, в общем, я нахожусь в Америке, пожалуйста, если у вас есть такое желание, Димаш, пожалуйста, напиши мне, я помогу тебе. Я буду делать все, чтобы помочь тебе сделать эти мосты между певцами, между ведущими. Алина Ерзат пишет, когда откроют границы, устали, привет из Казахстана. Да, мы тоже все ждем, когда откроют границы. Вы знаете, у меня есть второй канал, я приглашаю всех в языковую школу Сан-Франциско. Уже пожелали, значит, большое количество людей пожелало учиться здесь, в Сан-Франциско, потому что я думаю, что это самое прекрасное место для учебы. Но хочу предупредить, что это самое дорогое место, потому что вы знаете, что это есть центр не только стартап-школ, стартаперов, это есть место инвесторов. Здесь высокий уровень жизни, поэтому те, кто хочет сюда приехать, в нашу школу, языковую школу Сан-Франциско, должен знать о том, что это довольно-таки недешевое обучение, но давайте пробовать.
Зато вы получите множество всевозможных впечатлений. Алина Ерзат пишет: очень скучаем по Димашу. Мы тоже очень скучаем по Димашу, особенно по его концертам. А Мангельды. Спасибо большое, Амангельды Кинеса, спасибо. Спасибо вам за то, что поздравляете меня с 8 марта. Спасибо большое. Я постараюсь здесь найти свое место. Я его ищу, я его нахожу. Я постараюсь применить свои знания в Америке, развить эти знания. Вот видите, создала канал свой. Я думаю, что есть уже какие-то успехи. Еще раз, вот раз Амангельды Кинесов поднял вопрос в отношении того, чтобы я достигла каких-то своих целей, я хотела бы сказать, что большая цель моя – это большое количество подписчиков. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, пожалуйста, приглашайте ваших друзей, хорошо? Пока ни одна песня, говорит Надежда Ковалева, исполненная Димашем, у меня не вызывала никакого негатива, только жду новых и новых. Да, вот видите, мы уже пританцовываем. Видите, мы уже пританцовываем, потому что песня такая, ну просто вообще. Давайте, может, потанцуем сидя? We dancing like We're dancing now, really? Yes. Вот видите, мы уже и танцуем. А почему бы нет? У нас хорошее настроение, а we have very good mood, yes? Вот это да, вот видите? Вот видите, мы можем даже вот так вот сделать. Yes, you start. I'm start. Oh. No, don't touch me. Yes. Вот видите, мы делаем вот такую волну, как раз под эту песню. Вот. Dancing. Little bit. This is dancing when you're sitting down. Это танцы сидя называется. Да. Everybody out there dancing? О, замечательно, замечательно. Видите, мы даже с вами станцевали. Так. Вы обратили внимание, да, что, в общем-то, американцы, они непосредственные люди. Вот достаточно, они очень вежливые, они очень культурные такие. Вот достаточно немножечко какой-то вот... Ой, какая красивая песня. Достаточно немножечко какой-то эмоции, и все, они сразу же буквально зажигаются. Видите, нам абсолютно не трудно было потанцевать. А Марлен Майсел, он передает нам сердечки. Мы тоже передаем вам сердечки. Сердечки мы передаем вам, да. Нина пишет: если бы кто-то смог познакомить Селин Дион с творчеством Димаша, возможно, она сама бы захотела пообщаться с ним, ведь его талант бесспорен. Бесспорно, это уникум. Танцуйте, танцуйте, а с тем же Исанова. Спасибо, да, мы рады. Молодцы. Ай, Жанар, красавица, браво, ой, спасибо большое, спасибо. Саят Искаков пишет: Димашу большое спасибо, что объединяет культуру, искусство и творчество. Он стал послом объединения мира в мире. Мы гордимся им. Да, да, Саят Искаков. Вы знаете, когда я предложила послушать впервые знакомила его с Димашем, с творчеством Димаша, ну, он как-то так. Ну, хорошо, он все время откладывал. Ну, потом, давай потом. Я ему предложила познакомиться с творчеством Димаша, маму его, маме 92 года. Но я говорила: только осторожно, пожалуйста,
потому что вызывает очень большие эмоции любая песня Димаша. И вот он все-таки представил маме песню. Она What's your mom? Your mom hear Dimash music? Uh, one time. One time. Yes. Okay. What And opinion? she thought that it was very unusual. Very unusual. Yes, very high pitched sound. So Wow. different range. Do you remember what song? No, I don't. Okay, sing me first song for you, Dimash song. You listen. Do you remember? I don't remember the name. Say But it was a very high pitched. French, maybe French language. I don't think it was French. But Maybe opera 2 is like a high it was voice. a very high pitch. Opera 2. I Yes, think very, opera 2. very high pitch. Okay. So it's almost like, wow. Is it from the same singer? Yes. Yes. Вы знаете, что я спросила у него, ты маму познакомил с творчеством Димаша? Он говорит, да, я познакомил. И говорит, мама была просто в восторге от такого unusual, то есть, получается, необычного голоса. Я в него спрашиваю, а как сам ты познакомился, через какую песню? Он говорит, через оперу 2, когда я услышала впервые вот эти вот высокую тональность, когда он поднимается очень высоко, когда, помните, в опере 2 он берет сначала выше, да, вот такие высоты в своих вот октавах. Людмила Визгурада. Hello, dear. Greetings from Atlanta. Atlanta? USA, yes. Oh, wonderful. Hi. Людмила. Визурага. Людмила. Визурага. Людмила. Окей. Луч света пишет. Всех с наступающим праздником. Счастья, здоровья, любви, улыбок, цветов, радости, позитива. Спасибо большое. Людмила Визгуара. Hi from USA. Okay. Say please, Людмила. Людмила from Atlanta. Oh, from Atlanta. Atlanta, yes. You know Atlanta is Atlanta, Georgia? Yes, Atlanta, Georgia, yes. Just above Florida. It's in Miami. It's above the Above? the state above. Florida. Okay. Hello. Hello. Hi. Welcome. Yes. Людмила, maybe we go to Miami too, because Miami is so beautiful place, yes, for relaxing. Is that right? Yes, of course. Everywhere in the country is. No, Beautiful. I think no. Miami is a very special place, very beautiful and very interesting beaches. Yes. Yes. Well, then you have to go to New York also. New York, no beaches. No, but Only New York- Miami. Then New York also. If you're going to be in the East Coast, you have to go to. It would be wonderful to drive to Florida and then drive up the coast to New York Uh-huh. and all the way up to Maine. So wonderful to be able to do that. Yes. Welcome to San Francisco, Людмила Визурага, because we have a club. Yes. We have fan club Dimash club. They should yes. come to San Francisco. Yes, why You should not? come visit San Francisco. Yes. That's very wonderful. Yes, If you visit. everybody, all the tourists come to San Francisco. Yes. Golden Gate Bridge, the cable cars, the views, Yes. the hills. And we have some Uh-huh. nice restaurants here also. Lots of It's like gourmet great, restaurants. I think. a lot of good restaurants here. Yes, once things open up, Yes, you're right. and good Chinese food as well, of course, and Japanese. Of course. I'm getting hungry. Are you getting hungry? A little bit, yes. We have to. Because We're gonna have a fruit salad today, healthy fruit salad. and bread, yes, of course. And I made wheat bread today. Yes, very Yes. beautiful bread. It's Oh, very we should delicious. show. Should we show? Should I go get it? Oh, maybe why I'll go not? get it. I'll Okay. go. Мы сейчас хотим показать хлеб, который Касс испек сегодня с утра. Представляете? Это просто невероятно. Я никогда не думала, что мужчины так могут готовить. Ну, я не знаю, если я сейчас скажу, могут многие обидеться. Наши мужчины, вот американские мужчины, они с утра готовят такой хлеб.
вот смотрите, вот он представляет, показывает вам. Maybe plate better? You have plate. Я говорю, посмотрите. You want to eat? Okay, why not try it? You try some. Смотрите, вот я тоже чуть-чуть попробую хлебушек. Вернее, я его уже пробовала, но чтобы вам продемонстрировать, насколько он вкусный. Good? You put this. Да, вот видите? It's wheat bread, Посмотрите. so it's a little healthier than flour. You like some? You have to come to San Francisco. We'll have to give you some. Yes. Вот видите, мы вам демонстрируем, как мы живем. Мы совершенно, если вы думаете, что американцы очень сильно отличаются от нас, то вы абсолютно ошибаетесь, потому что американцы, они такие же открытые. Вот видите, он принес вам, продемонстрировал, показал хлеб, да, какой он испек с утра. Абсолютно никакой такой вот не знаю, закрытости в отношении нас нет. Такая вот всегда открытость, всегда позитив. Вот, видите? Приезжайте, и вы тоже увидите. Мы вас познакомим с большим количеством друзей Каза. Kaz, you have very big company. I mean, very big. I think a lot of friends. Yes, American friends. If American friends will be open for will be very friendly for our people too. Oh, absolutely. Mm-hmm. In San Francisco, it's international community, so I think that you'll feel more welcome here. I feel welcome here as Asian American San Francisco. Знаете что? Вот интересный вопрос поступил от... Как вы думаете, что изменится, когда Димаш приедет в Америку? Алина Ярза. Ну, конечно, в Америку, смотря с какой целью он приедет. Он может приехать как турист, он может приехать с какими-то концертными номерами, либо он может приехать уже он может приехать как мигрант, если он захочет жить здесь, или же он может стажироваться здесь, в Америке. Безусловно, это зависит от того, какое желание есть у Димаша. Я еще раз говорю, что Димаш с нами не связывался, и пока, наверное, у него есть другие люди, которые помогают ему в этих во всех вопросах, но мы всегда готовы ему помочь. Вот, смотря какая его цель, исходя из его целей. Вот видите, мы даже предлагаем языковую школу. Если кто-то хочет посетить языковую школу, то есть я имею в виду на несколько месяцев Америку, здесь дается виза менее чем 6 месяцев, вы можете приехать на полгода. И я вас уверяю, вам будет очень интересно. Мы будем всегда рядом с вами. Мы можем вам представить множество экскурсий. Естественно, мы будем дружить с вами, мы будем постоянно с вами на связи, 24 часа в сутки. Вы будете нашими особыми гостями. Так. Луч света. Я уже прочитала. Ну, давайте еще раз. Луч света. Всех наступающим праздником. Счастья, здоровья, любви, улыбок, цветов, радости, позитива. Спасибо большое, луч света. Филиппа Перес пишет. Hi, Espana, from Hispana. Desde Espana. Филиппа, hi. Hi. Espana. I said, España? have you been Spain? Yes. Spain? Yes. I've been to Barcelona. Barcelona about 2 years ago. 2 years ago. Beautiful city. No, 2 years ago. 3 years ago. Yes, yes, yes. Beautiful city, Barcelona. The architect's amazing, and the food is very. The best breakfast I had. We had breakfast at the hotel there, and their breakfast was just amazing. So it was fruits, fresh fruits, and also some Juice, thinly cheese. sliced prosciutto and Prosciutto. thin meat. It was just fabulous, delicious. Значит, немножечко в двух словах говорит Кас о Барселоне. Он был 3 года тому назад, говорит, прекрасные завтраки, очень такие свежие фрукты, прошутто и очень много,
общем, он очень доволен Барселоной. Early. Людмила Визурага text us early. What mean early? Maybe you made your bread very early because Yes. you made since I morning woke today. up at 5 o'clock. 5 o'clock for make. It takes, well, I made the bread the night before, and then I did another rise in the oven for 30 minutes, and then I did a French fold, and then I put it in the oven. And it's quite easy to make. It's just flour, water, um, yeast, of course, and then I put some sugar and some salt, Mm-hmm. and and then this morning I put it in a Dutch oven, Mm-hmm. and it with the cover on, I cooked it for 30 minutes at 475 degrees, and then another 20 minutes with the cover off. And I also put a water bath in the oven, and that's the end result. Минуточку, я сейчас поправлю музыку, потому что у нас что-то с музыкой. My next, what I like to make is I like to make pastrami. Try to make pastrami by the brisket, and then to cure it for 7 days, and then smoke it. So that's my next thing I want to try. Значит, Prosciutto. um, I'm sorry. okay, thank you. Guys, I think if you went, if you've been some interesting places, you have interesting story. Because if I ask something from you, you're excited about that. It's like, oh, I've been Barcelona, I've been other places. It's kind of like for you not only um, travel. It's kind of like you new interesting information, yes, about the city, about countries, yes, because you're you person very excited about not only traveling, you're excited about story, about country, yes, about people, about society, yes. Yes. Well, I think everybody enjoys traveling. You see a different part of the world, and it's you also meet different types of people, and it's just wonderful. Everybody's at the end of the day, everybody's the same. Everybody uh, enjoys family, Mm-hmm. enjoys good food, enjoys being in a group or company, and everybody's friendly. Everybody's. I think 9 out of 10 people, 99% of the people in the world are good, and they want to be helpful, and they're welcoming to you, to their country. So it's wonderful to see different parts of the world and be able to visit. Unfortunately, with COVID, we're not able to, but once things settle down, we'll be able to go back to visiting and meeting different people throughout the world. So it's wonderful. Well, even in San Francisco, I met someone this morning from Palestine. So because San Francisco is so international, people do travel here from throughout the world, and so you get to meet them. So it's wonderful to meet different people, and it's I find them to people from who are not from America to be in some ways friendlier and more open to talking, and just a stranger that you've never met before, they're just so open to talking. And I feel that people from out of America are more friendlier, who I meet here in San Francisco or in the area, than the people who grew up here in San Francisco. It's very interesting. So. Thank you, guys. Yes, because guys, um, if you have just a goal to traveling, it's a very small goal. You need much more friendly for much more friendly for people, and you go not only traveling, you go just talking with people. How different people, how different between American, okay, Kazakhstan, and maybe
Spain people. It's very interesting for me. Yes. I don't know. I'm excited about that. I think Yes. I met someone in the morning today, and at first everybody has a certain, at least who are brought up in America, they have a certain guard, and so one of the things that I do is once I say hello and they respond back is to maybe share a dad joke, and that seems to be makes them smile and it brings down the barrier, and so. But what I found is again going back to people who are not born in America, they just seem to be more open and more friendly. So it's I just started to notice that more. Uh, so it's quite interesting to see that. Look, Людмила Vizugara. Thank you, dear. It's amazing how Dimash joined the world. Yes. Yes, really, yes. And вы знаете, мы сейчас вот буквально, я в двух словах скажу, что он сказал, потому что на самом деле, когда ты едешь куда-либо, ну, это, наверное, со временем, это вот с годами приходит, когда ты едешь куда-либо, ты едешь не только для того, чтобы посмотреть, да, эту страну, это место, а ты как бы знакомишься с людьми, и ты можешь сравнить, как люди живут, чем они дышат, что для них интересно, ну, сравнить, что ли, жизнь, да, разных стран, людей разных стран. Я думаю, что это очень интересно. Так, дальше. Асем Жайсанова пишет, вашему другу Асболсон, Рахмет Асем Жайсанова. It's like you eat bread, yes, and Asem Jaisanova told you it's like bon appetit. Bon appetit. Oh, thank you. Thank you. Bon appetit for you, yes. Так, Хайра Думансинг пишет, hello from Fried School event, is it so interesting? Okay. Хайра Думаник. I think, I don't know, is it maybe French? Haira, if you want to know about school, please join me. My second channel. We have second channel Adventure the and Key in San Francisco. Okay, join this channel. Okay, it's much more information about school. Okay, because tomorrow I have a live stream with people who want to go to San Francisco for this school. It's a special conversation, special question about school. Нина Юра пишет, в прошлый раз хотела послать вам стихи, но не получилось, не поместились. Пожалуйста, сейчас пишите. Вот сейчас сейчас Светлана Терещенко к нам присоединилась. Светлана Терещенко, здравствуйте, добрый вечер, пишет нам Светлана. Приветствую вас, у меня есть новый стих для Димаша. Пожалуйста, напишите. Мне так нравятся ваши стихи. Пожалуйста, пишите. Вот видите, Нина Юра, сейчас вот Светлана Терещенко написала свои стихи, сейчас, вернее, напишет. Уже написала, сейчас мы их прочитаем. Сейчас мы их прочитаем. Как только по земле ходить он научился, держала крепкая рука отца, был окружен любовью материнской, посланник в мир великого Творца. Спасибо, Светлана, очень хорошие стихи. Очень хорошие, спасибо большое. Вы знаете, вот то же самое хотела попросить и Нина Юра. Напишите, пожалуйста, вот такое четверостишее, небольшую выдержку из вашего стихотворения. Мы сейчас его обязательно прочитаем. Okay. Алина Ерзат пишет, классно, спасибо. Добрый вечер. Людмила Визгуара, The World. Okay. Светлана Терещенко, можно написать. Так, Любка. Любка присоединилась к нам с Болгарии, да? Любка Варбанова. Здравствуйте, Жанара. Успехов вам. Счастливо видеть вас. Я поздравляю тебя с праздником. Желаю тебе здоровья, счастья и любви, Болгария. Спасибо большое, Любка. Любка from Bulgaria. Oh. Yes. Do you know, I have my second home in Bulgaria. Yes. Yes, it's Svetoblast, very beautiful country, very beautiful place. And Любка, hello from San Francisco. And привет, Любка. Вам тоже большой привет, Сан-Франциско. Мы хотим вам пожелать
здоровья, счастья. А, Мы обязательно с вами встретимся, как мы с вами и задумали. Софии, пусть будет света властно, мы обязательно с вами встретимся. Мы поговорим с вами, мы побеседуем с вами, мы будем общаться с вами обязательно о Димаше, о вашем отношении к его творчеству. Вот. Спасибо, что присоединились, Любка. Испана Мадрид, Филиппа Перес, Кас. Yes. Испана Perez, Madrid, Yes. from Filipa Perez. Hello, Hello. hello, Hi, welcome. Madrid. Okay. Espana, Madrid, it's like Светлана Терещенко. Так, мы прочитали. Ага, здесь, значит, начало стиха. Его возрастила щедрая земля, степи и гор, неповторимая природа дала ему начало бытия. Как только по земле ходить он научился, держала крепкая рука отца, был окружен любовью материнской, посланником в мир великого Творца. Да, спасибо, Светлана, замечательные стихи. Пожалуйста, еще присылайте нам. Алина Ерзат пишет. Значит, сколько лет я здесь живу? Я живу здесь около 3 лет уже, скоро будет 3 года. В Сан-Франциско я живу с 2018 года. Я уехала с Казахстана, с Алматы. Да, я немножко говорю на казахском языке. И я еще нигде не работаю. Я буду работать, буду искать работу. А может быть, я буду работать на YouTube-канале, потому что у меня 2 канала. Ну, посмотрим. У меня будет, возможно, у меня сейчас уже развивается свой бизнес. Я думаю, что это хорошая альтернатива простой работе в каких-то государственных учреждениях. Здесь это очень ценится. Знаете, я же нахожусь в Сан-Франциско, здесь очень ценится бизнес, создание своего собственного бизнеса. I thought about if you have a self-business, that's wonderful, yes? Because San Francisco, it's kind of like people who want to make own business, yes? Well, in America, this is the American way. This is what America was built in small businesses, and to be independent and to be an entrepreneur, to have your own company. So that's it's the American way, absolutely. Да, он говорит, это дорога именно американцев, они любят бизнес, создание бизнеса. Ну, а тем более мы находимся в Сан-Франциско, это вообще технологические бизнесы очень здесь развиты. Okay, hi from Colorado, USA. Oh, Colorado, yes. Welcome. Carmen Bunici. Benacci. Carmen Benacci. Hi from Colorado. Yes. Hello. Hi. Нина пишет. Будьте всегда здоровы. Вынуждена покинуть вас. Спасибо. Было очень интересно. Спасибо и вам. Присоединяйтесь к нашему каналу. Пожалуйста, подписывайтесь. И приглашайте ваших друзей. Это для нас очень важно. Любка. Белло. Привет. Привет, Любка. Кармен пишет. Hi, I love Dimash. Кас, please. Yes. Кармен, I love Dimash. He is an amazing humanitarian and artist. He is beautiful, magnificent voice and pride of his country and our world. I wish I could speak your beautiful language. I wish I could speak your beautiful language. Your beautiful language. Are you talking? I think you're talking about Russian, Kazakh. No. He is beautiful. The pride of his. I wish I Beautiful could and speak magnificent. your beautiful. You have beautiful language because you're American. Mine? Yes, You mean, I thought you meant Russian. No. Your Russian is a beautiful language. No, your beautiful language. Because American? Because that's But from she speaks. America. But she's. I wish I could speak your beautiful language. But she's writing in America. Your English is very good. Yes. I don't know. The beautiful language might be to speak Russian. No, I think English. English. Светлана Терещенко. You write very well. Yes. So you fooled me when you say you speak your beautiful language. Yes, you're right. Светлана Терещенко пишет, а мудрость предков породила силу душевной
наделила красотой, давайте я заново прочитаю. А мудрость предков подарила силу, душевной наделила красотой, что на весь мир его любви хватило, ему подаренной родимой стороной. Да. Вот вы знаете, в ваших стихах вот все охвачено, буквально все. Вы пишете и о родителях, вы пишете о его родине, вы пишете о самом Димаше, о его душевной красоте. Спасибо вам большое. Вы замечательные стихи пишете, Светлана. Вы знаете, мы хотели собирать наши такой сборник стихов. Я думаю, что вот в этот сборник стихов одним из первых стихов будет Светлана Терещенко стихи. Книгу будут открывать стихи Светланы Терещенко. Пожалуйста, дорогие друзья, если у вас есть стихи, пожалуйста, высылайте к нам на наш канал. И вы знаете мой Facebook. Вы можете его посмотреть, если вы щелкнете и посмотрите титульную страницу нашего канала. Пожалуйста, высылайте туда стихи, мы будем публиковать, мы будем делать сборник стихов. Рита Алонси, Димаш, the best legend. Yes. Это наши сердечки вам тоже, Рита Алонси. Дорогие друзья, мы, оказывается, сейчас находимся с вами вот в этой трансляции 1 час и 33 минуты. Значит, число зрителей на сегодняшний момент 33 человека. Мы очень рады тому, что большое количество людей присоединилось сегодня к нашему, так скажем, лайвстриму. Это на самом деле живое общение между вами и нами. Вот. Лайвстрим вообще переводится как живое общение, да? Мы хотим попросить вас, чтобы вы, наверное, не только смотрели наши видео, но и присоединялись путем подписок. Тем более у нас очень много интересных тем. Мы находим все больше и больше информации с телепередач, с интервью Димаша. И эту информацию мы будем выкладывать на нашем канале на разных языках, потому что это очень важно, чтобы весь мир знал о Димаше. Но мы сейчас завершаем нашу трансляцию. Спасибо вам большое за ваше внимание к нашему каналу. Кто-то присоединяется сейчас, кто-то присоединился раньше. Вот. В любом случае, дорогие друзья, независимо от того, в какое время вы присоединились, позже или раньше, мы благодарны вам за то, что вы поучаствовали сегодня в нашем лайвстриме. Мы хотим еще раз поздравить нашу вторую половину человечества, наших женщин с прекрасным праздником 8 марта. Этот замечательный день, значит, он имеет международный такой вот статус. И поэтому я хочу сказать, что, дорогие женщины, поздравляю вас еще раз с этим прекрасным днем. Желаю вам здоровья крепкого, счастья, большой любви. И хочу поблагодарить еще раз вас всех и сказать всем до свидания. Мы сейчас прочитаем еще 2 сообщения Светланы Терещенко и Любки. И на этом завершим наш лайвстрим. Красивый, сильный, но такой ранимый. Примеряв вышиванку на себя, он чернобровцы пел на Украине и слушал зал, дыхание затая. Да, на самом деле, мы говорили уже о его стиле. Этот стиль просто необыкновенный. Он очень интересный, особенно на Украине. По-моему, этот стиль он повторил на одном из концертов в Германии. Насколько я помню, он надевал эти кожаные ремешки, но уже не с вышиванкой, а с другой рубашкой. Вот насколько ему понравилось, да, Димашу? Насколько ему понравился этот стиль, что он его повторил еще в других городах. Вот как надо, да, вот просто, я не знаю, одухотворить так человека, ну, что вот он повторил этот стиль в других городах. Любка пишет: я счастлива, что наш Димаш его любят во всем мире. Его любовь объединяет всех нас, дирс и поклонников. Я благодарю вас. И вы пишете стихи о Димаше. Мы тоже вас благодарим.
Мы тоже знаем, что вы нам писали, что вы пишете стихи о Димаше. Пожалуйста, если вы можете, вы отправьте, пожалуйста, эти стихи на наш Facebook. Facebook, вы знаете, он на титульном листе нашего канала. Пожалуйста, щелкните, и вы увидите, как попасть туда. Фарида Утабекова пишет. Да, дело в том, что он проснулся рано утром в 5 утра, представляете, чтобы испечь хлеб. One woman asked like Farida Utarbekova asked you why you want to sleep because you wake up today 5 o'clock, yes? That could be at 5 o'clock. Да, он специально, представляете, нет, не надо так делать. Специально, представляете, для этого лайвстрима испек хлеб и встал в 5 утра, чтобы показать этот, продемонстрировать ну, его увлечение. Он дома готовит еду. Вот, ну, простите его, пожалуйста, но он встал в 5 утра. 9 o'clock. Да, чтобы вот показать, вот, и чтобы вот To get ready. порадовать нас. Make the bread. Представляете, он Walk сегодня the меня doggy. кормил завтраком, таким Walk the великолепным dog for an завтраком. hour. А он еще гулял, он говорит, я еще гулял со своей собакой 1 час. Yes. Рахмет. Фарида Утарбекова. Вау, Рахмет. Спасибо и вам большое. Вот. Поэтому я думаю, что мы простим ему это и поблагодарим его за этот хлеб. I very appreciated you about your bread. And Farida Utarbekova said you, thank you for your bread for us because you show you made beautiful, interesting shape. Bread? Oh, Shape very yes. huge. Yeah. Very big. Huge, You'll have to come to San Francisco so I can let you taste it. Yes. Вы должны приехать в Сан-Франциско и попробовать мой хлеб, говорит он. Он приглашает вас в Сан-Франциско, Фарида. I'll make some for you. Специально он приготовит для вас этот хлеб. Спасибо. Thank you so much. You're very, 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 very kind for us. Алма. Это на испанском языке. Мы очень извиняемся, мы испанский язык не знаем. Вот. Ну все, дорогие друзья, до свидания, до новых встреч. Ждем вас в следующем лайвстриме. Мы думаем, что он будет совершенно очень скоро, потому что всевозможных поводов очень много для наших встреч. Пишите, пожалуйста, нам на наш Facebook, подписывайтесь. Say me, please, about subscribe. Subscriber? Please subscribe Yes. so that Dinar can provide you with more information and then also work on getting Dimash to come here. Ultimately, to come here and to be interviewed and Yes. to be live streamed with us. That would be our ultimate. But before we can do that, we need to get him in karaoke carpool first, Yes, and then right. slowly build up to get noticed by Dimash. So that's our plan. Our ultimate plan is to get him on live stream with us. Yes. Yes. Спасибо большое, говорит она, о том, что вы, так скажем, присоединились к нашему лайвстриму. У нас очень большие планы в отношении Димаша, в отношении его карпул, караоке. Но вы знаете, мы хотели бы сделать уже сами инициативу такую, написать Джеймсу Кордону, владельцу карпул караоке, о том, чтобы он пригласил Димаша. Но мы не знаем, какую роль здесь сыграем. Может быть, Димашу это и не нужно. Может быть, это будет лишним. Но если бы Димаш сказал нам, сказал, давайте, ребята, это хорошая идея, давайте продвинем эту идею. Это было бы здорово. Ну, даже не знаешь, как палка о двух концах. То ли помогать Димашу. I have a question. Okay. Или... Have you reached out to Dimash and say you have to come and do live stream with us already? Dimash? Yeah. You mean before? No, Okay. currently. Uh-huh. Just send him a message and say we have we are interested in having you do a live stream with your followers. Окей. Да, очень хорошая идея. Он говорит о том, что, может быть, мы пригласим Димаша в наш лайвстрим, и таким образом на нашем лайвстриме побудет не только небольшое, вот как сегодня, мы сейчас увидели, что 44 человека по максимуму
максимально участвовал. Сейчас вот одновременно нас просматривает 38 человек. Может быть, и Димаш бы присоединился к нашему лайвстриму, и тогда бы мы могли побеседовать конкретно, написать письмо Джеймсу Гордону, пожалуйста, мы напишем. And you can ask him, would he be interested in going on karaoke carpool? And Yes, say, if we can get you on karaoke carpool, will you do live stream with us? yes. Может быть, и караоке Карпул присоединится к нашему лайвстриму. Я имею в виду хозяин этой программы. И будет такой интересный разговор. Ну, в общем, у нас очень много идей, не только в отношении караоке Карпул, но и другие какие-то есть идеи. Но мы не можем вот эту связь наладить с Димашем, потому что он нам не отвечает. Я не знаю, и наша инициатива тоже. Если мы что-то будем делать, нужна ли наша инициатива? Как Димаш на это посмотрит? Вот тоже какой-то вопрос очень такой, знаете, и не знаешь. Хочется помочь ему, и не знаешь, как помочь ему. Well, my question is, would your subscribers like to do live stream with Dimash? Может быть, он говорит о том, что, может быть, твои подписчики помогут, так скажем, создать вот этот мост, как бы встретиться с Димашем, обговорить этот вопрос. Мы готовы помочь, только вот не знаем как. Помогите, пожалуйста, друзья, напишите нам, как помочь Димашу, как найти, вот, как связаться с Димашем. Вот элементарная связь с Димашем, и то очень тяжела для нас. Just ask 5-10 minutes of his time. He might enjoy it so much, he might stay for an hour. Да. Yeah. We can make things happen, right? Может быть, вот даже наше вот часовое общение было бы достаточно для того, чтобы мы поняли, какие планы у Димаша в отношении Америки, помогли ему, даже с какими-то консультациями по визе, или же мы помогли бы ему допустим, по продвижению его творчества в Америке. Ну, множество вопросов, много вопросов. Наталья Торгольская пишет: всем привет. Было бы лучше, пишет Фарида Аутарбекова. Любка пишет: это было бы чудесно. Любка пишет: Димаш земной, почему нет? Да. Димаш, да, земной, мы ничего не говорим, но ему я писала несколько раз, но нет никакого ответа. Никакого ответа нет. Помогите, пожалуйста, встретиться мне с Димашем и обсудить, какие у него планы, чтобы я могла помочь ему с его продвижением, его творчества. He doesn't have to be here in San Francisco. Wherever he's at, we just communicate. We have him on the computer with us, answering questions that your subscribers may have for him. So it can be done for wherever he's at. It's just getting him to commit to 5 or 10 minutes of his time. Да, наверное, может быть, Катя очень правильно говорит. I think I need to make a video, a special video about that. Yes. Ask just a video saying, Dimash, would you like to be on a live stream with us? Yes, live stream, not only a live stream, maybe it's like conversation between Dimash and me. Maybe I help Dimash about visa, maybe I help for spread talent Dimash in America. Right. Yes. Поэтому я, наверное, сделаю специальное видео, такое обращение к Димашу. Димаш, мы готовы помочь тебе. Пожалуйста, обрати на нас внимание. Мы готовы помочь с визовыми решениями, с творчеством, продвижением творчества в Америке. Мы всегда готовы. We want to think big, make things happen. Yes. It's possible. Yes, very, very possible. We have a woman as vice president in America. Anything is possible. We get Dimash on live stream. Yes, see please, Cindy Pomerleya. Hello. Dears from Kentucky. All right, James Gordon did so. He sings all by myself. James Gordon did say he sings almost every night, so maybe he can keep up. Yes, that's my thought too. I know he sings along with all the artists that's in his car. So I'm not sure if he can hit the high notes, but I think he always puts a amusing and funny spin on whoever he interviews, and he makes it very enjoyable. So, and Dimash's English is very good, so I think that it would be a good match. Yes, maybe. Yes, you're right.
You know, all by myself. This song. All by myself. Oh, that's when he my. can. Maybe he needs guests, then he doesn't have to sing all by myself. Yes, because James Corden knows this music, Yes. this song. Yes. All by myself. Yes. Na, na, na. It's a very famous song. Yes. А Фарида Утарбекова, мы из Казахстана, мне лично трудно отпустить его в Америку, но если ему там комфортно, то почему бы и нет? Но боюсь, а вдруг он обратно не захочет вернуться на родину. Ну, Фарида, мы же не можем за него решать. Если захочет, то, конечно, лишь бы Димаш продвигался, лишь бы развивал свое творчество. Где бы ни было, планета Земля, она маленькая, где бы он ни был, где бы он ни хотел жить, пожалуйста, мы готовы ему помочь. У него... Мы не можем обрезать ему крылья, у него, знаете, у него такой большой размах, он видит уже вперед, он хочет развиваться там, где он пожелает, где он считает нужным. I think about America, very good place for Dimash. Absolutely. Dimash. Well, I think our plan is to get Dimash in live stream first, then second, have Dimash come to San Francisco, and three, maybe have help Dimash be more popular in America. America. Yes. Those are our three goals. Даже вот смотрите, я сейчас расскажу просто об визе О1, да, немножечко расскажу, вот буквально дам небольшую информацию. You know, guys, we have special visa for very talented people, yes, in America. Right. But for these people need a fund owner who invite... Like a sponsor? Sponsor, who invite Dimash in America. Вот смотрите, даже виза О1 как делается. Это виза для талантливых людей. Ее можно сделать с Казахстана, но для того, чтобы найти, для того, чтобы приехать сюда, надо найти здесь спонсора. Здесь надо найти человека, который его бы взял на работу. Понимаете? Вот это трудный процесс. Вот мы бы могли бы помочь ему с этим, понимаете? Поэтому давайте как-то вот продвигать этот процесс, потому что Димашу нужно помогать. Я вас очень прошу, дорогие друзья, помогите нам, пожалуйста, создать вот этот мост между Димашем и мною. Мы могли бы помочь ему консультациями, помочь ему с работодателем, который пригласил бы его сюда, в Америку. And I feel that America is the market that he would want to be known and popular. So this would be a very big step in becoming more internationally known for his singing. He already has the talent. It's just a matter of getting people to know who he is. Yes, because America is a special place for Sprite. It's like all of world. Yes. It's like demonstrate. It's like show talent. Yes, it's also adapting his music to American music, also. American music. Maybe adjusting, maybe more, whether it's rap or other songs. His talent is there. Вы знаете, что мы вот сейчас говорим, Америка — это та страна, где он может распространить свою музыку по всему миру, да? И, может быть, вот эта вот американская музыка, она же в разных стилях. Димаш может петь в разных стилях. Может быть, это даст возможность ему быстрее развить свою музыку по всему миру, если он будет находиться в Америке. Я не говорю о том, чтобы он здесь жил. Нет, ему достаточно здесь оформить визу О1, это виза для талантливых людей. Он бы мог здесь побыть, 2-3 года. Это в зависимости от того, он может эту визу продлевать. Вот. И затем он мог бы развивать свое творчество здесь. So, hello dears from Kentucky. Значит, здесь уже на испанском языке нам тяжело на испанском читать. Well, Cindy is asking, do you think Dimash will stay on the West Coast or New York? Oh, New York. Interesting. I think it's where music is. Is music more in the West Coast or New York? I'm not sure. New York, MTV stay in New York. Yeah? Yes. Okay, but, MTV, my music, MTV. I think because he might be in New York first, but then I think he'll settle in California because the weather's nicer here.
Yes, nicer, but Dimash need business, need Business, yes. making But business. LA is Los Angeles, I think maybe yes, you're right, because some big, like music mhm. awards, Yeah, and like special mhm. place for sprayed music in Los Yeah, Angeles. Yes, yeah. So exactly. that's an interesting question. Мгм. Луч света пишет, если он едет в Америку, то не на пустое место. Естественно, его ждут. Продюсеры, команда будет работать на него для продвижения в Америке. Все вопросы с визой, песнями, записью решаются. Но я не знаю, я предложила свою помощь. Спасибо большое, что Луч Света. Может быть, вы знаете, может быть, вы из его команды, может быть, вы уже знаете, что у него там уже идут продвижения какие-либо. Я просто предложила свою помощь. Если он хочет, пожалуйста, пусть воспользуется нашей помощью. Если нет, то нет. Я не So I настаиваю. think it would be good to find out what are the steps we need to get Dimash and live stream with us. So what is your recommendations, your subscribers' recommendation to get Dimash and live stream with us? Вы знаете, вот Кас спросил о том, что, может быть, в первую очередь давайте Димаша пригласим на этот лайвстрим, чтобы он мог нам, чтобы мы могли пообщаться с ним вот здесь, да, в живом разговоре. И он просит, пожалуйста, дорогие подписчики, помогите нам связаться с Димашем. To me, there might be some small steps. One, maybe work on getting him on karaoke carpool with James Gordon, and then there might be some other things. Maybe entice him to let him know how easy maybe a visa would be here in America, Мгм. and then maybe he can stay with you guys. Stay here in San Francisco. He's a place to stay in San Francisco. Yes, why not? Yeah. Because it's Los Angeles is very close. Yes. Yes, why Yeah. not? So you can invite him. Yes. And the language, you'd be comfortable because the culture and background is the same. That's right. You're from Kazakhstan and he's from Kazakhstan. So, Да, вот он говорит о том, что, наверное, все-таки Лос-Анджелес это лучшее место для проживания. И, может быть, он захочет жить в Сан-Франциско, потому что Сан-Франциско все-таки мы рядышком, мы поможем ему. Вот, с языком, But we also need more ideas from your subscribers to see what they recommend. There might be ideas that you have that we may not be thinking about to ultimately get Dimash to come and do live stream with us to answer questions for your subscribers. Да, вы знаете, что вот он говорит, что вот это вот общение, то, что мы сейчас с вами общаемся в лайвстриме, это самое лучшее общение, что здесь мы можем с вами увидеть, как помочь Димаше. Вы можете написать свое мнение, я могу сказать свое мнение. И тогда мы сможем вот на самом деле помочь этим самым Димашу. Вы знаете, вот в чем преимущество нашего канала и в чем преимущество того, что мы общаемся с Димашем, да, общаемся, извините, пожалуйста, тут вот по работе, да, немножечко. Сейчас уже просто время ближе к 11 часам, несмотря на то, что суббота, естественно, бизнес-день он начинается, поэтому звонки и так далее, это все нормально. Мы же еще и планировали чуть-чуть пораньше закончим передачу, поэтому извините нас, если в это время вот какие-то звонки произошли. Вот, например, я переключилась, Синди Померлоу пишет, they are both epicenters. Yes, I think so. West Coast can boast better weather. Димаш, Любка пишет, Димаш няма да на болгарском. Любка пишет, мы, говорит, мы не можем запереть птичку, мы как бы хотим, если он захочет, только можем дать благословение ему. На самом деле мы только можем дать благословение ему. Пожалуйста, Димаш, где хочешь, как угодно. Но я знаю, что Димаш, последние информативные источники говорили о том, что Димаш намеревается приехать в Америку и жить здесь. Синди Померлоу пишет, contact his dead cannot. Contact his dead cannot.
Вы знаете, я пробовала. Я попробую еще раз. I try contact that his dad cannot. That's a good idea. I try, Yeah. but I did before. Not contact with me. I don't know. Maybe I have one ban. I mean, from my YouTube channel. Yeah. From Dimash because I had before. Is a copyright, and maybe Dimash so sad for me. I don't know. Is it not answer? Is if I call if I text Dimash or that not answer for me, not sponsoring, I see. not respond, not respond. Людмила Визуара сердечки нам посылает. В общем, давайте мы попробуем контакты навести с папой Димаша. Может быть, он ответит. Я писала сестренке, я писала Димаша. Попробуем сконтактировать с Канатом. Если у вас есть луч света, если у вас есть контакты, если у вас есть возможность встречи меня и Димаша, пожалуйста, помогите нам. И мы вам будем очень благодарны. Мы хотим, чтобы Димаш продвигал свое творчество в Америке, а через Америку он продвинет свое творчество по всему миру. Хорошо? Луч света. Я никогда не видела вас, не знаю. Я знаю вот так вот, только в переписке вас. Но я надеюсь, вы очень добрый человек. Вы поможете нам встретиться с Димашем и сконтактировать с ним. Это очень важно. Я думаю, что, наверное, никто не сможет это сделать. Мы могли бы попросить парней из... Они у нас такие активные, они очень такие оптимистичные, активные, очень прогрессивные ребята из Алга Питер, да? Но они не знают английского языка такого, как знает американец. Они не живут в Америке, они не живут там, где развивается и куда хочет приехать Димаш. Пожалуйста, помогите нам. И если есть возможность ваша, подписывайтесь, потому что мы каждый раз в нашем видео выкладываем какие-то новые наши идеи. Нажмите на колокольчик, потому что, чтобы не пропустить наши какие-то новые идеи, наши новые видео. Yeah, that's a good point. The pandemic is preventing the personal contact in the carpool. You're right. I forgot about that. So he's not able to do that because of the pandemic. You can't have people in the car, or they would be wearing masks. Maybe this is very interesting. Well, yes. Maybe the stay carpool, with mask. The carpool is really, it's not just, that's not our end goal. Our end goal is to get Dimash to do live stream. That's just maybe a small stepping stone to get him to notice us, to come on live. But our ultimate goal is really get him on live stream. And then beyond that would be to have him come to San Francisco and meet with him in person. Да. So. Вы знаете, что Ватан говорит, да, на самом деле сейчас пандемия коронавируса, и говорить о том, чтобы сидеть в одной машине, и, наверное, этой передачи на сегодняшний день нет. Но можно сидеть и в маске, можно сидеть, guys, it's like, I know, if Gordon stay this drive some car and maybe behind well, the only problem is he has to travel and then be in person. And so, whereas live stream, if he does live stream with us, he could be wherever he's at, he could be in Kazakhstan, he could be anywhere in the world and do live stream with us. He doesn't have to come to San Francisco. Yeah. So, the karaoke carpool is only a stepping stone to get Dimash to notice us. But if we can skip that step, our goal is not to get him to carpool. Karaoke. Our goal is to get him to do live stream with us and to get noticed. So maybe we can think of ways. Just say that you're from Kazakhstan. You're in the same country. Yes. You have the same culture and your same background. So that's so for him to know that, and that you have a following, you have subscribers. But our goal is carpool karaoke. No, our goal is to get him live stream. Why? Because that's more important than carpool karaoke. No, carpool karaoke much more important because but it's you can't do it because it's a pandemic. So many milliard. Yeah, you're trying to get him more exposure, sure. Yeah. No, because my channel just a small channel. I know, you're right. But they can't do anything. I don't think they do any carpool
karaoke until the pandemic is getting better. So that takes months from now, maybe 6 months to a year. Ну вот Кас говорит о том, что, наверное, лучше было бы, если бы Димаш присоединился к нашему каналу. Я говорю, нет, вот Карпул Караоке как раз это та передача, которая имеет миллионные просмотры. И вот наша задача, чтобы Димаш попал именно на эту передачу. Тем более, что сам ведущий знает его после передачи, после конкурса The Best World. Will he go on a program like American Idol? American Idol, maybe. Может быть, надо Димашу попробовать American Idol, вот он говорит, Кас, может быть, American And they're doing American Idol in remotely, in other words, because of the pandemic. I think they're doing it remotely where they come to you, so and then they interview you on television at home, just like when they do the Oscars, they do it at home. They do it at they bring a camera crew to you. Интересно. Фарида Утарбекова, журналист Апайвар, Сол Касымьен Алсанс Буладов. Хорошо, Фарида, а как мы можем с вами связаться? Вы знаете, что давайте так сделаем, мы, наверное, свяжемся с вами как-нибудь. Вы мне вот после того, как этот лайвстрим закончится, я вам в комментариях напишу свой имейл, хорошо? Чтобы связаться с журналистом, хорошо? Все, давайте так договоримся, значит, после того, как сейчас мы лайвстрим запишем, я напишу свой имейл, и мы свяжемся с вами. Или вы напишите на мой инстаграм. Мой инстаграм есть на титульном листе моего канала. Хорошо, пожалуйста, Фарида. Дальше. Аделя Искуита. Испаньол. I'm sorry, no испаньол. Фарида Утарбекова. Гульмира. Ага, инстаграм. Гульмира Дайрабаева. Хорошо, попробуй ей написать. Хорошо, попробуй ей написать. Гульмира Дайрабаева. Да, знаю Гульмира Дайрабаева, да, конечно. How do you think Dimash would do if he was an American Idol? If he went on American Idol, how would you think? That's a great way of being noticed in America. Вот, вы знаете, все-таки Кас не отстает от этой идеи. Он говорит, что, может быть, может быть, лучше Димашу поучаствовать в программе American Idol. Because before Dimash invite the Best World, this program. Yeah. Maybe Dimash want to go to America for concert, not Competition. Not competition. Because before Dimash told, I don't want to go to the competition. Finish. Don't go to the competition. It's but for him to have concert, it's a popular show, and it's a way of being introduced to America, because especially for the young generation. So you think in different ways to become more exposed to America. Of course, you can do concerts, but how many do a lot of Americans know about Dimash and his talent? Well, they did the inaugural, but yes. В общем, давайте. I think the only problem is, I think American Idol has a contract where if you become very famous, they have a contract where they're making money off of you. So I think that's maybe the reason why you don't want to do it, because the contract is more profitable for American Idol, where he's already successful. So that's the only thing that I see as a drawback. В общем, смотрите, American Idol, оказывается, имеет контракт. Вот он говорит о том, что Кас говорит о том, что если Димаш будет участвовать в American Idol, то он сможет в дальнейшем подписать некий контракт, где он может свою известность в дальнейшем развивать через этот контракт. Так, didn't Dimash say he is done with competitions? Yes. Yes. I say it before. He's finished, yeah. Yes. So it's just a way of getting him more exposed to the American public. So what other ways can he be more exposed to the American? Таблет Samsung пишет: всех женщин с наступающим праздником. Простите, что в прозе. Нормально, все хорошо. Мы все сейчас в прозе. Лишь некоторые наши подписчики пишут поэтические строчки
нормально, все хорошо. Мы сейчас Is he planning to do concerts here in America? And what's the turnout for American concerts here? I think only European concert. No Not here in American, America. not now. Is his goal to be more to to come into America? Yes, coming to goal? America. Because you look, James, Cindy, Pamela, very right about James Gardens. James Gardens Carpool, very crazy popular. Yes, you're right. Mhm. You're right. Mhm. Cindy, you're very right. Because our goal is James Garden. Mhm. If we go to James Garden, if Dimash go to this popular person, it will be amazing. It will be our winning. Yes. Так, ну что, ну все, мы, в принципе, обговорили все. Все, наша задача сейчас связаться с людьми, которые могут, значит, сделать связь между нами и Димашем. Мы будем здесь помогать Димашу в продвижении его таланта, потому что, как Луч Света пишет, сейчас уже что-то делается, но мы пока ничего не видим никаких мероприятий в отношении того, чтобы он быстрее продвигал свое творчество в Америке. Если нет этого, мы будем помогать ему. Мы должны связаться, узнать, какие планы, что он делает. Так, хорошо. Yes, Gordon. Okay, thank you so much, our subscribers, our just people who view us. Yes. Thank you so much. Thank you very much and welcome. And please tell other people to subscribe. Да, дорогие друзья, все, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. До новых встреч. Пожалуйста, пишите ваши мысли. Пишите, пожалуйста, только лаконично, коротко, ясно, с адресами, с телефонами. Мы будем связываться и, наконец-то, поможем Димашу в продвижении его таланта, в продвижении его огромного таланта. Он как бриллиант, он должен сиять во всем мире, показывать свой голос. Мы должны ему помочь в этом. Все, дорогие друзья, мы знаем уже конкретно людей. Вот здесь я уже вижу Луч Света, Фарида Утарбекова, которые нам конкретно помогли, как связаться с Димашем. Вот. Давайте, еще пишите, пожалуйста, если кто-то знает, как связаться с Димашем, пишите, пожалуйста, как это можно сделать. Мы обязательно свяжемся с Димашем. Thank you very much for sharing your time with us. May I share a joke with him? Кас говорит о том, что благодарит вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодня трансляции и то, что потратили время, самое главное. И говорит, можно я, говорит, напоследок расскажу одну шутку? Okay. What is between heaven and earth? Heaven and earth. Yes. What is between heaven and earth? Okay, please, American people, answer us. Very necessary your response. Okay. Response Should I tell them? No, just No. Wait. maybe 2-3 minutes, okay? Okay. 2-3 minutes. Okay. Cindy Pamela, please answer Gordon. us, okay? Ага. Ну все. Well, you will translate in Russian. Yes, American, what's between heaven and earth? Heaven Yeah. Did you ask them? Cause that's not easy. Easy. For Okay. me. All right. Maybe next time, okay? Okay. All right. We'll save it. Should we save the answer for next time, or give them the answer now? Okay, maybe now, okay. Okay. What's between heaven and earth? The answer is and, A-N-D. And. This is heaven and earth, and it's right in the middle. It's between. Okay, thank you. Ну все, друзья, до свидания, всего хорошего, до новых встреч, пока-пока. Bye. Пишите нам, пожалуйста. Ciao. Хорошо. Till Пишите next нам, time. пожалуйста. We enjoyed. Конкретно. Thank you so much. Until next time. Bye. До свидания. Счастливо. Салонус. Good. Finished?